Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале о вязании крючком. В этом видео я хочу поделиться с вами вязанием вот такого красивого узора для корзины. Этот узор плотный, двухслойный и подойдет отлично для таких плотных корзинок. Возможно, можно и сумку связать, применяя такой узор, но учитывайте, что расход здесь достаточно большой и изделие получается плотным, поэтому для какого-то такого статичного изделия, которое не требуется переносить как сумка, такой узор отличный вариант. Я вяжу из полиэфирного шнура 3 мм без сердечника, он плоский, и использую крючок номер 3,5. И давайте приступим к вязанию. Для начала, пожалуйста, свяжите донышко нужного вам диаметра. Как вязать такое донышко, вы можете посмотреть, перейдя по подсказке в правом верхнем углу. Там я рассказываю про идеальное вязание круга столбиками без накида в раскол. И затем мы можем с вами начинать вывязывание стенок корзины. И после того, как вы связали донышко необходимого вам размера, приступаем к поднятию стенок. Стенки будут подниматься за счет того, что мы не будем делать прибавок и просто провязываем в каждую столбик предыдущего ряда столбик без накида. Так у нас полотно само по себе уже будет подниматься вверх. Донышко я располагаю лицевой стороной к себе и начинаю провязывать первый ряд. В этом узоре первый и второй ряд будут вязаться столбиками без накида в раскол. С третьего ряда мы уже будем формировать узор. Потом первые два ряда вяжем базовыми, подготовительными. И самый первый ряд, вот этот переход от донышка к стенке, я делаю таким образом. Вот верхняя горизонтальная петля. Я завожу крючок под ближайшую дужку и прохожу в раскол последнего ряда донышка. Захватываю рабочую нить и провязываю здесь столбик. Это первый столбик без накида в раскол. И так далее. В каждый столбик прохожу через переднюю дужку верхней горизонтальной. Так у нас образуется плотный переход от донышка к стенкам без каких-либо отверстий, и сохраняется вот эта линия для обозначения вот этого перехода. И провязываем так до конца ряда. Смотрите, я подошла к месту, где соединяла ряд, и здесь вот на лицевой стороне у нас находятся две ниточки, да, это та петля, которую мы переводили назад. Я отодвигаю одну из нитей, которая ближе ко мне лежит, и через нее прохожу в столбик и провязываю столбик без накида. Для того, чтобы здесь тоже вот одна ниточка осталась, чтобы это было все красиво и аккуратно. Все, и вижу, что в эту я уже провязала, поэтому на этом первый ряд стенок закончен. Соединяю ряд. Соединять можно любым привычным для вас способом. Я соединяю вот так. Более подробно про соединение ряда вы можете посмотреть видео про вязание круга. И вот таким образом стенки корзины уже поднимаются вверх. Вяжем второй ряд. Второй ряд у нас также провязывается столбиками без накида в раскол. И здесь все просто. Просто в столбик предыдущего ряда провязываю столбик без накида в раскол. Так вяжу до конца ряда. Встречаемся на вязании третьего ряда. И приступаем к вязанию третьего ряда. В третьем ряду мы уже будем формировать узор. То, что мы будем провязывать в этом ряду, будет повторяться и в следующих рядах. Итак, для начала мы определим первые 3 столбика. Будем работать и со вторым, и с первым рядом. И сейчас завожу крючок в первый столбик в первом ряду, вот сюда,
в раскол. Захватываю рабочую нить, подтягиваю ее так свободно на уровень чуть выше второго ряда. Дальше пропускаю один столбик и следующий столбик в третий, в первом ряду. Достаю рабочую нить, получилось такие 2 длинные петли. И вот в центральный, да, во второй столбик, во втором ряду завожу крючок и захватываю рабочую нить, провязываю сквозь петли на крючке. Получился вот такой элемент. Дальше провязываю петлю на крючке, образуя как бы столбик, и шагаю в третью петлю из вот этих 3 во втором ряду и провязываю столбик без накида. Все, вот такая комбинация у нас будет повторяться дальше по кругу. Следующий элемент мы начинаем провязывать, заводя крючок вот сюда, то есть в точку, откуда мы доставали длинную петлю. Захватываем рабочую нить, достаем на уровень чуть выше второго ряда, пропускаем один столбик в первом ряду и вот в следующий заводим крючок, достаем петлю длинную и проходим вот сюда, в этот вот столбик во втором ряду. Вот эти все петли 3 у нас на крючке. Проходим сюда в раскол, захватываем рабочую нить, проводим рабочую нить сквозь 2 петли на крючке и дальше провязываем вот такой столбик без накида, провязав 2 петли на крючке. И дальше в следующий столбик предыдущего ряда провязываем столбик без накида. И так чередуем до конца ряда. И подхожу уже к концу ряда. Остается провязать последние элементы. Вот остается один столбик и второй. То есть мы вот сюда, вот в предпоследнем, присоединяем комбинацию вытянутых петель, делаем столбик, и в последний столбик провязываем столбик без накида, да, и сохраняем вот этот интервал между вот этими элементами, столбик, и здесь закрываем ряд, как обычно. Все еще поправляем. И приступаем к вязанию 4-го ряда. 4-й и все последующие ряды вяжутся по такому же принципу. Здесь мы начинаем с вот этого элемента из длинных петель и опускаемся на ряд ниже. То есть идем под 3-й ряд, во 2-й. Вот сюда захватываем рабочую нить, достаем петлю, пропускаем один столбик и опускаемся во 2-й ряд. В раскол заходим столбика, захватываем рабочую нить и вот сюда в столбик, который над вот этим элементом у нас, заводим крючок и провязываем петли на крючке. Провязываем петлю, формируя столбик. Дальше проходим в столбик 3-го ряда, раскол. И вот возвращаемся в эту точку, достаем рабочую нить, пропускаем один столбик и под следующий захватываем рабочую нить, вытащили петлю и проходим в раскол столбиком.
И так провязываем до конца ряда. И все последующие ряды на необходимую высоту. И после того, как вы связали корзину на необходимую высоту, сделаем имитацию верхней горизонтальной петли и закроем последний ряд. Полностью высвобождаю нить из петли, завожу крючок сзади вперед под первую верхнюю горизонтальную петлю, захватываю рабочую нить, перевожу ее полностью назад и с изнаночной стороны завожу крючок вот сюда, вот в дужку с изнаночной стороны столбика. И в центр верхней горизонтальной, откуда выходит кончик, захватываю ниточку и перевожу назад. Вот так сымитировала верхнюю горизонтальную. И сейчас просто в произвольном порядке с изнаночной стороны прячу кончик. Обрезаю и оплавляю зажигалкой. И дальше сделаю обвязку верхнего края соединительными столбиками, для того, чтобы придать корзинке такой законченный вид и укрепить верхний край. И в любом месте завожу крючок под верхнюю горизонтальную петлю, с изнаночной стороны захватываю рабочую ниточку. Кончик мы ввязывать не будем, потому что это соединительные столбики, этого не получится сделать. Просто оставляю его, пока что придерживаю, потом спрячу и прохожу в следующую верхнюю горизонтальную, захватываю рабочую нить и пропускаю через петлю на крючке. И так под каждую верхнюю горизонтальную петлю провязываю соединительный столбик. И остается провязать еще 2 столбика. И вот сюда, в последнюю точку, я провязывать не буду. Здесь мы сымитируем столбик таким же способом, как и закрывали последний ряд имитации верхней горизонтальной. Завожу крючок сверху вниз, вот в первую петлю. Придерживаю вот этот кончик, либо же его можно сейчас на этом этапе спрятать. И ниточкой формирую имитацию петли. С изнанки захожу, прохожу вот в последнюю петлю, захватываю рабочую нить, вывожу назад, все поправляю. И вот получилась такая непрерывная цепочка из косички. Все, и здесь на изнаночной стороне прячем привычным способом между столбиками. И вот такая замечательная корзинка получается. В ней вы можете хранить все, что угодно. Это могут быть и резиночки для волос, какие-то баночки, ключи, что-то из косметики. В общем, все, что у вас лежит без места, можно пристроить вот сюда, в эту корзинку. Я очень надеюсь, что у вас все получилось, все было понятно и доступно для вас. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, оставляйте комментарии, если есть какие-то вопросы или пожелания. И я буду очень рада, если вы подпишетесь на мой канал и останетесь со мной. До новых видео, всего хорошего, пока-пока!